Привет, с вами Саймон, и это история. Wacken Open Air. Фестиваль тяжелого рока, ежегодно проходящий в небольшом поселке Wacken, что в часе езды от Гамбурга. Сегодня это крупнейший металлический фестиваль в мире, настоящее событие для всех, кто там побывал, и заветная мечта для остальных. Но так было не всегда. История фестиваля начинается в 90-м году с двух молодых людей по имени Томас Йенсен и Холгер Хюбнер. Томас Йенсен родился и вырос в Вакене. Ничем не примечательное детство и юность для немца 80-х годов 20 века. Играл в футбол, увлекался рок-музыкой. Его друг детства Холгер имел схожие интересы. Вместе молодые люди побывали на фестивале Monsters of Rock, после которого у них возникла мысль создать что-то подобное у себя дома. Естественно, вначале никаких амбиций по поводу крупнейшего в мире фестиваля у них не было. Все, что делалось только для себя. В 80-х фестивали под открытым небом уже были очень популярны. Многотысячную аудиторию собирали и Динамо, и Рок, и Роскайлд, и несколько других крупных фестивалей. Однако все они отличались большим разбросом в стилях. Фактически ни один из них не был чисто металлическим фестивалем, а между тем это была отличная концепция для нового фестиваля. Местом проведения нового фестиваля был выбран пустырь сразу за жилыми домами Вакена. Там время от времени проходили байкерские слеты, причем иногда довольно масштабные, так что потенциальная публика уже знала это место. В 90-м родился Wacken Open Air. Первую сцену установили на уровне земли. Настил из досок сверху был накрыт тряпичным тентом на легком каркасе. Финансов на что-либо более масштабное у организаторов просто не было. Экономия была во всем. Зрителям предложили просто пожить в своих собственных палатках. Минимум удобств, зато романтика полноценного отдыха на природе. Звуковое оборудование также удалось достать бесплатно. Его одолжил и настроил Ули Тиссен, который и поныне управляется со звуком, но уже на совершенно другом уровне, работая с такими командами, как Saxon и Blind Guardian. А теперь, что касается групп. На самом первом Wacken Open Air выступали следующие команды: Fifth Avenue, Axe & Sex, Motoslug, Scarlet Season, Skyline и Wizard. Все группы были молодыми, местными и, разумеется, выступали бесплатно. Не сказать, что первый Wacken Open Air прошел удачно, зрителей было совсем мало, еще бы на такой-то состав. И организаторы ничего не заработали. Однако команде организаторов идея показалась достаточно перспективной, чтобы продолжить и в следующем году. По итогам фестиваля 90-го года было сделано несколько предложений, многие из которых используются и по сей день: фирменный мерчендайзинг, метал-дискотеки, несколько сцен и прочее. Дело оставалось за малым — найти денег на реализацию задуманного. Фестиваль 91-го года был во многом похож на первый. Хотя понимание того, как должен развиваться проект, уже было, на это также требовались немалые средства. Как следствие, снова малоизвестные команды, снова небольшое количество народу и как результат отсутствие прибыли от проданных билетов. Из положительных моментов исправлены некоторые недочеты организации. Теперь на фестиваль стали приглашать только металлические команды, а для публики привезли большие запасы пива, чтобы уж наверняка хватило. Отсутствие денег – главный тормоз развития Wacken Open Air на этапе его становления. Хотя было уже решено делать его ежегодным, ресурсы вновь не позволили организаторам сделать что-то более масштабное, чем в первые годы. Фестивали 92 и 93 года прошли даже хуже, чем в начале. Организаторы понесли большие убытки и даже влезли в долги. Но именно в эти годы на фестивале появились первые известные команды. Так, в 92 году на Wacken Open Air приехали Blind Guardian и Saxon, а в 93-м Доро, Fates Warning, Гарифест и Самаэль. Именно на гонорары известных групп было потрачено столько денег. Кроме того, подросла в размерах сцена, но все это не имело значения, так как на фестиваль 94 года у организаторов закончились деньги. Так бы и завершилась история Wacken Open Air в 93 году, если бы не Юрген Хегвальд из Hellion, который поспособствовал с набором интересных и недорогих команд на следующий год. Такая некоммерческая направленность фестиваля была принята за изюминку, хотя дальше оказалось, что Wacken очень даже коммерческий фестиваль. Другого выхода не было. После окончания Wacken Open Air 93 организаторы остались с долгом 350 тысяч марок, огромная сумма, между прочим. Часть людей ушло из проекта. Оставшиеся решили попробовать еще и взяли кредит, чтобы раздать долги и организовать фестиваль на следующий год. Вопреки опасениям, фестиваль 94 года собрал достаточно много народу, хотя в составе не было ни единой команды стадионного уровня. Правда, заработать не удалось и в этот раз, но по сравнению с ужасом 92 и 93 годов и это было неплохо.
Впервые фестиваль стал прибыльным лишь в 1995 году, то есть спустя 5 лет после его создания. Благодаря рекламе в журнале Rock Hard и некоторых других изданиях на фестиваль 1995 года было продано около 3500 билетов. Денег заработали совсем чуть-чуть, однако долги удалось раздать. Наконец-то у организаторов появилась реальная возможность реализовать свою мечту о нескольких сценах. Суть концепции состояла в том, чтобы распределить команды разной степени тяжести по нескольким сценам. Кроме того, для молодых команд также требовалась площадка, ведь занимать ими достаточно дорогое время на главной сцене было просто нерационально. На Wacken Open Air деньги зарабатывались множеством способов. Во-первых, личные доходы каждого из основателей. Во-вторых, доходы от деятельности промоутерской команды Томаса Йенсена, которая организовала концерты в Германии различным рок-группам. Вместе с Томасом работала его жена Шерри Хессе. Она всегда появлялась вместе с основателем фестиваля, ее легко заметить по чернокожей внешности и объемным габаритам. Шерри была достаточно осведомлена в делах промоутерских, так как занималась дискотеками и клубами, а в офисе Вакена работала в качестве пресс-атташе по работе с иностранными артистами и прессой. Кстати, известная билетная контора Metal Tix также создание Шерри. В период с 96 по 98 год фестивали Wacken Open Air проходили на том же уровне, что и в 95 году. Эволюция проходила медленно, масштабы фестиваля также росли совсем незаметно. А вот 10-й юбилейный Wacken Open Air в 99 году прошел просто великолепно. Поздравить фестиваль собралось на удивление много народу. Фестиваль 2000 года стал продолжением триумфа. Где-то с этого периода Wacken Open Air незаметно для всех стал всемирно известным, а группы вдруг начали считать почетным выступить там. С 2000 года фестиваль стал трехдневным. Первый день теперь можно было сделать открывающим. В четверг народ приезжает на территорию фестиваля, распаковывается, общается, привыкает. Вечером действует только одна главная сцена, где играют несколько команд. Достаточно, чтобы разогреть народ перед двумя полноценными днями, которые последуют вслед. Вся инфраструктура, которую приехавшие сегодня на Wacken Open Air видят, создана в начале 21 века. Годами лелеемые планы развития наконец-то получили возможность для реализации. Обратная связь публики с организаторами позволяет оперативно выявлять недочеты в организации. Именно благодаря фенам, да, у фестиваля есть свои фены, в Wacken Open Air превратился в крупный металлический фестиваль на открытом воздухе в мире. В 2009 году Wacken Open Air отметил 20-летний юбилей. По традиции все билеты были проданы задолго до начала фестиваля. Организаторы порадовали публику не только отличным звуком и светом, но и новинками в инфраструктуре фестиваля. Впервые на территории Wacken была сооружена викинговская деревня, шикарное место для любителей фолк-музыки и северной истории во всех ее проявлениях. На территории викинговской деревни была сооружена сцена, где ежедневно выступали лучшие фолковые, как правило, не метал группы Европы.